Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. На Востоке тоже много интересного. Недавно я рассказывала про тайгана, киргизскую породу собак, которая круче самого волка. Ищите его в плейлисте собаки. А сегодня у нас в гостях туркменская красавица, которую по праву можно назвать одной из самых красивых лошадей в мире. Встречайте ахалтекинскую лошадь или ахалтекинца, верховую породу лошадей, выведенную на территории современной Туркмении, предположительно около 5000 лет назад. Это древнейшая из культурных пород, оказавшая влияние на очень многие породы, например, арабскую, английскую скаковую и другие. Этот красавец официально относится к числу чистокровных пород, так как является эталонной верховой лошадью и на протяжении 5000 лет не имел никаких скрещиваний с другими породами. По происхождению ахалтекинская порода близка к арабской. Даже предполагается, что эти лошади могут быть прародителями арабских лошадей, но скорее всего эти породы развивались параллельно. В древние времена ахалтекинских лошадей выводили в Парфянском царстве. Позже их стали разводить в Туркменистане и Персии, и только туркменам удалось сохранить в стране породу. Этому способствовало то, что скакуны у туркменов очень ценились, так как они были единственным средством передвижения. От этих скакунов зависела жизнь всадников во время войн. Людей, лошадей пасли в оазисах, подкармливали зерном и лепешками. Зимой их заводили в шатры и накрывали помпонами. Лучших скакунов держали не в табуне, а рядом с жильем. При этом хозяин уделял очень много времени дрессировке, в результате которой скакуны кусали и легали лошадь соперника в бою, помогая хозяину одержать верх. В 9-10 веках нашей эры ахалтекинские лошади были в большой цене в багдадском халифате. В своих походах ахалтекинцев использовали Чингисхан, персидский царь Дарий Великий и многие другие знаменитые полководцы. После того, как из Европы в Индию стало возможным добраться по морю, важность шелкового пути, проходящего через Туркменистан, очень снизилась. Народы, проживавшие на территории этого пути, были забыты, а начиная с 17 столетия по ошибке роль ахалтекинской лошади начали приписывать арабской. Туркмены же не переставали боготворить этих лошадей. Они окружали же ребят заботой с первых дней жизни, растили их как членов семьи. Суровые условия окружающей среды способствовали тому, что у ахалтекинцев выработалась приспособленность к работе в жаркую погоду и своеобразное телосложение. Представители данной породы стали очень сухими и поджарыми, без капельки лишнего жира. В России ахалтекинские лошади были известны как аргамаки, нарицательное имя для всех восточных пород лошадей. Многие русские породы содержат ахалтекинскую кровь, особенно русская верховая и донская породы. Ахалтекинская лошадь имеет очень необычный экстерьер. Внешний вид этой породы кардинально отличает ее от других пород лошадей. Ахалтекинцы имеют достаточно крупный рост, в среднем около 160 см, полки у жеребцов и чрезвычайно сухую конструкцию. Ахалтекинских лошадей по формам сравнивают с борзыми собаками или гепардом. Во всем облике преобладают длинные линии, а кожа тонкая, и сквозь нее легко проступает сетка кровеносных сосудов. Волосяной покров тоже чрезвычайно тонок, нежен и шелковист. Современное название было дано породе по месту, где эти лошади были сохранены в чистоте, в оазисе Ахал, тянущемся вдоль северного подножья Капетдага, который населяло туркменское племя Теке. Таким образом, дословно Ахал-Теке – это лошадь племени Теке из оазиса Ахал. Под этим именем порода стала известна в Российской империи после присоединения Туркмении и особенно в советские годы. Внешняя хрупкость породы скрывает невероятную выносливость. Как повествуют историки, были случаи, когда раненый в бою
стремительным ударом ахалтекинец уносил на своей спине двух взрослых мужчин, уходя с ними по зыбучим пескам. В современной истории лошади ахалтекинской породы неоднократно совершали рекордные многодневные походы и спортивные пробеги. При этом одна из первых пород скаковых лошадей держится на вершине своего совершенства уже целых 5000 лет. Ахалтекинец – это суперлюксовый автомобиль среди лошадок, бесконечно верный друг, неутомимый скакун и просто красавец. То рядом с ним он или мы – вершина эволюции. Это еще очень большой вопрос. Поскольку это копытное совершенство появилось среди племен кочевников в очень засушливой и пустынной Туркмении, то подобные условия и любовь местных к скачкам превратили ахалтекинца в копытный спорткар. У него прокачаны на максимум способности повышенной устойчивости к жаре и жажде. Помимо прочего, ахалтекинец обладает мегавыносливостью и даже равнодушен к качеству еды, то бишь неприхотлив. Этот суперконь может пересекать степи как в 30-градусный мороз, так и в 50-градусную жару. В общем, скакун перед нами не только красивый, но и качественный. Постоянное чередование длинных и быстрых поездок сделали из ахалтекинских лошадок поджарых и стройных созданий без капли лишнего жира. И им бы позавидовала любая инстаграмщица. А безмерная любовь туркменов к этим лошадям превратила скакунов в очень умных, послушных и верных товарищей. Ахалтекинец – это конь одного хозяина, который будет верен не хуже любой собаки. Однако при всех плюсах восточной вспыльчивости у наших сегодняшних героев не занимать. Ахалтекинцы – это потрясающие спортсмены. Правда, из-за своего своенравного характера некоторые любители верховой езды, привыкшие к более безотказным лошадям, считают их слишком трудными для работы. И я считаю, что это правильно, ибо доверие любой животинке для начала нужно заслужить. Но если у вас это получится, то вы получите приз, ибо на соревнованиях ахалтекинец порвет всех конкурентов за счет своей выносливости и скорости. Все эти качества нашего красавца, кстати, оценил сам Александр Македонский, разъезжая на знаменитом ахалтекинце Буцефале. Не забыли про достоинства древние коняшки и монголы, и арабы. А еще на ахалтекинце был маршал-победитель Жуков на параде Победы 1945 года. Ахалтекинец представлен на туркменском государственном гербе, денежных знаках Туркмении и Республики Беларусь, а также на почтовых марках как самой Туркмении, так и других стран. Президент Туркмении подписал постановление о проведении ежегодно в апреле международного конкурса красоты ахалтекинских лошадей, который посвящен Дню туркменского скакуна, а также был учрежден конкурс среди художников, скульпторов, ювелиров, фотографов, дизайнеров, телеоператоров на лучшее художественное изображение ахалтекинца. Обаянием и мощью этого красавца были очарованы не только на родине, но и по всему миру. Оно и не мудрено, ведь выглядит конь воистину волшебно. Хотя армейское прошлое дает о себе знать, поэтому суперлошадь часто разгуливает с гривой под ноль, но большие и выразительные глаза, гордо поставленная шея, шелковистая шерсть, как в рекламе шампуня «Лошадиная сила», превратили нашего героя поистине лошадиный идеал. А какая вам нравится больше всего порода лошадей? Пишите в комментариях. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!